Сегодня посетили концерт «Я буду петь свою музыку», который организовал Баста, Оксимирон и Noise MC. На мой взгляд, сейчас начались притеснения на музыкантов. Арестовали солиста группы Husky. Запретили концерт Ice Peak группы в Казани. Очень многим музыкантам не дают возможность выступить. Мое мнение, что музыка и творчество должны быть свободны. Каждый человек имеет право на самовыражение и свободу творчества. Потому что если государство вмешивается в дела культуры, то это означает тому, что общество не может развиваться. Потому как культура и театр – это всегда те вещи, которые не подвластны. Даже в советское время там была какая-то цензура, все равно были режиссеры, которые ставили свои спектакли. Вспомните историю с Булгаковым, которому звонил Сталин, и который дал ему возможность выступать дальше. Сейчас ситуация происходит в корне противоположная. У нас есть огромное количество музыкантов, которые экспериментируют, пытаются создавать какие-то новые виды музыки, но им не дают выступать, потому что кому-то наверху это не понравилось. На мой взгляд, если контент или музыка, которую выпускают певцы и музыканты, кого-то не устраивает, можно ввести возрастные ограничения. К примеру, поставить на концертах ограничения 18+. Ну зачем запрещать? Если вам что-то не нравится, ну создайте более качественный материал. У нас, к сожалению, все запрещается. На мой взгляд, сейчас проблема у нас огромная с списками, с наркоманией, с проституцией. Как проблему решают? Запретить. Все запрещает. Но вы не можете запретить людям заниматься тем, чем они действительно хотят заниматься. Вы не можете запретить людям заниматься какими-то противоправными действиями, если они ими будут заниматься. Единственный вариант решить эту проблему – это создать какую-то площадку или создать возможности для альтернативного досуга. У нас есть только ночные клубы, бары и рестораны. Молодежь представлена сама себе. Если брать пример Гладских, которая говорит, что вы нам не нужны, она говорит, что вас родители не заставляли, она говорит, что родители не должны были вас рожать. Мы вас не просили, чтобы родители вас рожали. Мы вам ничего не должны. Это неправильный подход. Правильный подход – это когда государство ведет прямой диалог с молодыми, когда оно предлагает им что-то. Предлагает не сверху из серии, что вот мы так сделаем и все будет классно, а из серии, а чего вы хотите? Когда есть диалог, тогда и возникает какая-то возможность, не знаю, творчества, возникает возможность предложения каких-то новых идей. А если тебе предлагают вот сверху, вот нам не нравится, мы запрещаем. Неправильно. Лучше, когда идет диалог. Вот нам это не нравится, давайте вы не знаю, ну сделайте 18+. Или, к примеру, нам это не нравится, но мы давайте сделаем что-то новое, более качественное, и люди пойдут туда, потому что это качественно. Ну, например, приведу ночные клубы. Сейчас большое количество ночных клубов, большое количество похабщины, которая творится в ночных клубах. Посвящения, студенты и так далее. Проблема не в том, что запретим мы ночные клубы, будут собираться в подворотни, уйдут в подвалы, в андеграунд и так далее. То же самое с музыкой. Сделайте возможность людям собираться ночью, не знаю, проводить отдых более культурно. Сделайте большее количество культурных мероприятий, исходя из тех потребностей, которые есть у молодежи, а не исходя из ваших потребностей, чего вы хотите. Потому что молодежь – это совершенно другое поколение, поколение Z. Это люди, которые родились в 2000-х годах, они мыслят совершенно по-другому. У них иной взгляд на мир, иной взгляд на культуру, иной взгляд на творчество. И то, что сейчас происходит, запрещает концерты, единственный выход – это не запрещать, потому что если вы будете запрещать, то это приведет к тому, что, если вообще брать уличную культуру и музыкантов, вы разозлите это поколение. Вы разозлите это поколение, и это поколение в дальнейшем может сделать все, что угодно. Яркий пример Украина. Я не буду говорить, что там произошло дальше, понятно, что нагнали американцев, нагнали спецслужб, но изначально основным аккумулятором того, что там произошло, была молодежь. А это делать нельзя. Нужен прямой диалог. Вот тогда действительно будут какие-то изменения. Если прямого диалога нету, то вы злите молодежь, вы злите музыкантов, и вы делаете диаметрально противоположный эффект. Я говорю про чиновника, который запрещает
культуры и творчества. На мой взгляд, просто надо направить нужное русло. Либо создать альтернативу, что-то более качественное, чем люди заинтересуются, более качественную культуру. Не Галкину, Пугачеву и шоу-бизнес, который у нас крутят по Первому каналу, и «Голубой огонек», где приходят одни и те же люди каждый год. Дайте возможность молодым музыкантам выступать на этих площадках, дайте возможность пробиваться новым талантам, новым направлением музыки. Сделайте нам возможность, не знаю, в регионах там пробиться молодым людям, молодым музыкантам. И они создадут новую культуру, они создадут новое искусство, более качественное. Почему нет? Но вы же этого не даете. Естественно, и люди занимаются творчеством, делают то, что им интересно. Потому что возможности развиваться у них нет. Они понимают, что здесь возможности в России нет, но им надо уезжать за границу. А надо создать просто хорошие условия, и люди сами сделают новое искусство и новую культуру. И не будут там слушать низкопробный, низкокачественный продукт, потому что появится альтернатива. А запретами вы добьетесь чего? Запретами вы добьетесь того, что люди уйдут в андеграунд, люди уйдут в подвалы. Люди уйдут на вписки, люди уйдут на квартиры, и вы просто не сможете контролировать это поколение. На мой взгляд, надо отпустить хаски, надо отпустить музыкантов, полностью прекратить гонения на музыкантов, которые сейчас происходят, на гонения представителей культуры, а заниматься, не знаю, там, коррупцией, заниматься проблемами бедности, заниматься проблемами экономики, но никак заниматься проблемами культуры, но никак не заниматься там основной деятельностью тем, что запрещать там, не знаю, концерты, там, начать очередную охоту на ведьм, там, начать там охоту на врагов страны. На мой взгляд, внутренние проблемы надо страны решать, а не вводить новые запретительные меры для того, чтобы ограничить культуру. Культура, она принадлежит народу, она не принадлежит ни власти, ни государству, ни силовикам. Она принадлежит тем людям, которые живут в нашей стране. И каждый человек имеет право на творчество и самовыражение. Понятно, что есть какие-то ограничения. Если человек там, если брать рэп-культуру, то часто используется мат, ненормативная лексика. Для этого необходимо ввести ограничения 18+, все. В чем проблема? Любой вопрос можно решить. Насчет хаски в конце скажу, что буду рад, если хаски отпустят. И вот этот концерт, который провели Баста, Оксимирон и Noise MC, это концерт, который показал, что люди неравнодушны. Показал, что это поколение, новое поколение, оно мыслит совершенно по-другому. Оно не согласно с тем, что происходит в стране. Они готовы бороться не исходя из каких-то корыстных мотивов, а исходя из чувства справедливости. С этими людьми надо работать. Если направить эту силу, это вот молодое движение, молодое поколение в нужное русло, мы получим другое государство, другую страну. У нас проблема в том, что власть не слышит молодежь, пытается какие-то форумы проводить, да, я согласен, это хорошо, но на форумы ездят кто? Активисты. Нет возможности тем людям, которые, не знаю, там, не активисты, к примеру, там, высказать свою позицию, а таких людей миллионы. Если вот будет налажен какой-то диалог между властью и молодыми певцами, там, музыкантами, будет какая-то поддержка со стороны государства, и люди будут сидеть в департаменте молодежной политики не как Гладских, а люди, которые готовы работать бесплатно, готовы реализовывать проекты, тогда у нас в стране будет новый виток развития. Я сказал, это был небольшой крик души. Надеюсь, я донес мое субъективное мнение насчет того, что сейчас происходит. Боритесь за свои права, боритесь за свою свободу и занимайтесь творчеством, потому что творчество – это самое главное. Самое главное в развитии человека. Если человек сформирован как личность, он хочет не брать, а он хочет отдавать. И тогда действительно возникают какие-то перемены. Всем успехов и пока!